Привет всем, кому дорог вкус свободы. Ну давай, Толян, вгони меня в сансару. Я прочитал все ваши книги, слушал ваши записи, можно сказать, каждый день. Каждый день. Пытался практиковать осознанность и не быть в мыслях. И у меня не прекращается внутренний диалог. Люди зависимые. Они зависимы от огромного количества разных вещей. Наркотики. Вот это поворот! Думание было наркотиком, который использовался очень длительное время. Вы не узнаете об этом в новостях. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Visita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacerlo ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! ¡Ay, Jesús, yo con el bañador y con la paella! ¡El cocinero! No vea, para Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. ¡Ay! Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, yo. A ti yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Что я, собственно, хочу сказать? Я прочитал вашу книгу «Сила момента сейчас», пытался практиковать осознанность и не быть в мыслях. И у меня не прекращается внутренний диалог по поводу всех этих принципов, как я должен сделать то или это. Думал о том, что скажет Экхарт. Собственно, таким образом мой ум становился все активнее и активнее. И я чувствовал, что я теряю присутствие из-за вот этого постоянного думания.
Вот такой вопрос, и прежде чем я на него отвечу, давайте послушаем, что ответил Экхарт. Сейчас, в наше время, очень много говорят о том, да и не только говорят, это в принципе и так происходит. Люди зависимые, они зависимы от огромного количества разных вещей. Наркотики. Но одна из самых мощных зависимостей, которая существовала вообще когда-либо, вы не узнаете об этом в новостях, потому что люди, зависимые от этого не знают. Это зависимость от думания. Этот процесс вызывает зависимость. Не могу перестать думать. Это как не могу перестать пить, не могу перестать курить, не могу перестать есть, не могу перестать думать. Думание — это более серьезная зависимость. Это стало зависимостью, потому что это было наркотиком, который использовался очень длительное время. И он подменил настоящее чувство себя. Поэтому огромное количество людей не желает расставаться с этим процессом навязчивого думания. Хотя они это и делают, но только когда спят. Только тогда они избавляются от думания. Так что в этом учении нет ничего такого, что нужно было бы специально понимать. Есть немножко информации про эго, про то, как оно работает, но это не самое главное. Самое главное здесь — это присутствие. И присутствие — это пространство без мыслей. Присутствие может быть даже когда вы думаете. Оно как бы на заднем плане. То есть вы можете быть не полностью вовлечены в процесс думания. В этом случае ум теряет свою способность вызывать разрушение в вашей жизни. И он больше не запутывает Кому ты вас. сказки рассказываешь? Купив Так. билет на этот концерт, мужик на самом деле купил себе билет в ад. Так что ваш выбор не в том, чтобы понять как можно больше. Или же лучше анализировать происходящее в вашей практике. Вам нужно просто практиковать состояние без мысли, которое достигается различными способами. Я думаю, вы о них знаете. Разумеется, об этих способах не надо думать, а надо просто делать. Чтобы лучше чувствовать настоящий момент, как практику, вы можете создавать напоминания для себя в машине, дома или же на работе. Бумажки, на которых написано «настоящий момент» или нарисуйте какой-нибудь символ. И также существуют некие точки входа. А теперь без шуток. В чем трудность мужика? Ему удалось стать наблюдателем на какое-то время. И что же он видит? Ум похож на колесо, которое без остановки вращается. У него своя воля. Он мне не подвластен. Любой медитирующий знает это, а мужику это в новинку. Это все равно, что в камере оказаться одновременно с каким-то нервным маньяком. Он постоянно что-то дергается. Ты просто в шоке. Полный бардак. И никак это не останавливается. Если я не властен над этим, над мыслями, над процессом думания, то кто думает? Правда в том, что мужик на грани прорыва был. Почти вышел из пещеры Платона, а Толянова туда с двух ног назад, знаете, как в армии. Вышел, уже что-то мерещится, какой-то свет. И тут просто он видит. Ну, сапоги бы его испугали, а он видит такие мягкие плюшевые тапки, в которые Толян одет. Вот он разбежался, подпрыгнул почти параллельно земле и летит. И мужик, да, Экхарт, да. Вспомните все эти улыбающиеся лица фитнес-йогов. Как они улыбаются, какой у них позитив, одна радость, да, и лучики любви. И почему этот мужик мучается? Посмотрите на его лицо, он просто измучен. Он мучается буквально уже как Достоевский над своими романами. В зале все рядом с ним сидят и думают, ну и дурак. Что тут может быть непонятного? Я уже 10 лет читаю книги Толяна, вообще все классно, ну, супер. А этот стоит, весь мучается, не поймет, что ж такое. Потому что он единственный в этом зале, включая Экхарта, кто на мгновение возвысился над умом. Но этот дискомфорт, эта ломка, которую испытывает мужик, это не ломка наркомана, как ему заливает Экхарт Толле. Как сказал Экхарт. Это как наркотик. Ты привык думать, ты подсел на это, вот поэтому ты и продолжаешь думать. Но все знают, что наркотик – это приятно. Если бы наоборот мужик не думал, и от этого ему было бы тяжело, то да,
мы бы могли сказать, что тогда мыслепоток – это наркотик, а его вдоволь. Мужик всегда может думать. И ты снова думаешь, вот снова ты в кайфе. А ситуация-то обратная. Мужику как раз доставляет дискомфорт, у него ломка именно от процесса думания, что постоянно ум думает. Вот в чем его проблема. А какой же это наркотик? Поэтому все с точностью да наоборот. Мужик на грани прорыва. Все равно, что он в курильне опиума пребывал всю свою жизнь и спал там на обоссанном матрасе весь в клопах. А ты пока нам идешь, как по подиуму, а я в китайской курильне опиума. Жду тебя напролет, то ли дни, то ли годы, а на улице то ли Добро Москва, пожаловать то ли Лондон. в реальный мир. А теперь же, когда его чувствительность возросла, он пробудился. Он увидел этот ум, бесконечное колесо, и все. И он теперь чувствует всех клопов, он не может больше расслабиться, и вот как вот эти фитнес-йоги, наслаждаться жизнью, радость, намаскар, медитация — это так хорошо, это так классно. Он уже не видит ничего классного. Он уже понял, что медитация — это тяжелый труд, это ад. И он даже готов двигаться дальше, может быть, бы был, что вряд ли. Тем не менее, он уже почти Петр Успенский. Он вышел на уровень учеников Гурджиева. Вот почему я сказал, что Экхарт Толле плюшевыми тапками ударил мужику в грудь, и он улетел обратно в пещеру Платона, из которой уже вот-вот готов был выйти на свет. Почему я так сказал? Потому что, когда ты осознаешь, что ты в тюрьме, у тебя появляется возможность освободиться, выйти. А если ты считаешь тюрьму своим домом, если все нормально, если полные намаскары намасте у тебя, то все. А если мужику не объяснить правильно, что с ним происходит, то все, это подстава. Эти книги Толяна его взбудоражили, и теперь он не может себе, ему нет покоя, он не может спать нормально. Вот оно, преддверие медитации. Все, ты осознал, что есть ум, у него своя воля. Это как психомашина. Психическая машина, которая постоянно там работает, фурычит, издает звуки, пар, что там продолжает делать, на нее тело реагирует. То есть если в машине там сейчас процессы сексуальные запустились, пошли мысли, желания, девушка мимо красиво прошла, то все, тело начинает реагировать следом, хоп-хоп, уже хочется подойти познакомиться. Постоянная динамика. Ты уже лег спать, думаешь, ладно, сейчас отдохну, и вдруг вспомнил что-то там, свою прошлую любовь, или что тебе завтра предстоит разговор с начальником, все, машина уже работает в этом направлении. И вопрос: это вы вообще подумали-то о девушке или о начальнике? Или эта машина вам подкинула мысли, пошла, тут уже психическая энергия теперь в это русло пошла? А так и есть. Если вы будете много наблюдать за своим сознанием, вы увидите, что это цикличные процессы. Хоть сексуальное желание, хоть все наши переживания, хоть гнев, хоть раздражение, это как спица колеса. Она ушла в подсознание, проходит какое-то время, период, допустим, раз в день, у кого-то 3 раза в день, у кого-то раз в неделю. Она всплывает, и все, вас сначала охватывает гнев и раздражение, и только потом вы быстро находите ему оправдание, причину. Например, человек рядом чавкает, что ты чавкаешь, да? Раздражает. Но на самом деле легко обратить внимание на негативные моменты. Но когда вы будете за собой много наблюдать, то вы увидите, что когда вот с этим же человеком, который вот чавкал и вам был неприятен, когда у вас вместе какой-то нашелся такой захватывающий разговор, что-то интересное, и вы обсуждаете, допустим, вместе вы обедаете, и все классно, и вы да, то этот человек чавкает абсолютно так же. Только вы этого не замечаете. Потому что вы в другом состоянии сознания. У вас сейчас все хорошо, вам все нравится. Но когда подошла спица гнева или раздражения, вам уже не по себе, все, и тут уже что-то рядом сразу находится, на кого свалить. На человека или на предмет. Вот как это работает. Вот, так что мужик на грани прорыва, на грани медитации оказался, а Толян его просто вот так вот с ноги забил назад. Туда, куда ты лезешь? Освободиться решил. Побудь рабом, сынок. Но то, что мужик это осознает, и то, что у него от этого дикий дискомфорт, это и есть прорыв. Медитация, йога — это же не орешки в сахаре. Дальше будет еще только труднее. Так что при правильном подходе и при правильном разговоре с мужиком, можно сказать, он уже почти познал медитацию. Почти знает, что такое медитация и как медитировать. Да, это и есть медитация. Что он стоял и смотрел на свой безумный ум.
когда Элвис Пресли вернулся из армии, ну, отслужил, и сидит красивый в этом в мундире, в военной форме парадной, красиво сидит, у него интервью берут. И один из вопросов был: скажите, Элвис, не изменила ли армия ваше отношение к рок-н-роллу? И Элвис отвечает: ну, в армии мне пришлось много ездить в танках, а в танках постоянно трясет и качает. А это и есть рок-н-ролл. Так и здесь. То, что мужик вот это стоит, он в шоке, он увидел эту динамо-машину бешеную. Так, а ну-ка дай-ка я там что-то понаблюдаю, как там советуют эти мастера, какие-то что-то медитация. Пришел в шок просто. Так что то, что с ним происходит, детка, это и есть медитация. Riders on the storm. Riders on the storm. Вы еще здесь? А теперь смотрите внимательно, как именно Толян своими огромными плюшевыми тапками вгонит этого мужика, как бильярдный шар в лузу, в пещеру Платона. Ну давайте, слушаем. Вот сейчас, например, вы смотрите на меня. Между сейчас и сейчас вы думаете о чем-нибудь? Нет. Хорошо. И опять. Между сейчас и сейчас. Вы думали или же присутствовали? Я присутствовал. Безо всякой мысли. И пока я говорю, вам нужно думать для того, чтобы понять, что я говорю? Или же вы просто слушаете меня и понимаете и так? Я понимаю вас и так. И это то, что вы делаете. Таким образом, эта часть учения и функция вообще духовного учителя заключается в том, передача фактической информации, она вторична. То, что я говорю вам прямо сейчас, вторично. Что же самое главное, это внутреннее чувство присутствия, которое лежит в основе всего. Этим и является мое учение. Но мы не можем говорить об этом, потому что оно внутри, в основе. Но есть главный признак того, что оно существует. Вы слушаете, и не возникает никаких мыслей. Есть только внимательное присутствие. И когда нам удается не думать на какое-то время, мы понимаем, что осталось только внимательное присутствие, которому не нужно быть чем-либо заполненным. Как сейчас. О чем же теперь думать? Ни о чем. В чем дело? Конечно, Толян это не специально делает, он сам во все это верит. У него даже опыта нет, чтобы понять, почему же между сейчас, и он сам, и мужик, и весь зал замолчал. Это никакого отношения к медитации не имеет. Хотя, кстати, как подводящая техника может использоваться. Почему это работает? Ну, это сродни мягкой форме гипноза. Когда мы во что-то увлечены, на что-то смотрим, это может быть, ну, в экстремальных видах спорта это ярко выражено. Какие мысли, когда мы там мчимся, да, по лезвию ножа, так сказать. А здесь, когда мы внимательно слушаем человека, вот, или нравится он нам, или любим мы его, или просто нам это интересно, или мы вот ждем, что он сейчас нам что-то скажет существенное, то наш ум затихает. Можно сказать, что мы делегируем полномочия нашего ума вот на этого человека. В данный момент наш ум отождествляем с этим человеком. Этот человек и есть на данный момент наш ум. Он там что-то, мы затихаем, а он там что-то говорит, что-то там, акробатик прыгает, что-то делает, а мы вот смотрим. И чем нам интереснее, чем мы вот что-то ждем, тем более отсутствует у нас внутренний диалог. Мы уже сами с собой перестаем разговаривать, потому что наше внимание там сосредоточилось. То же самое, как вот слышали, наверное, да, практика. Возьми там камень или статуэтку, или точку на стене и смотри в нее тупо. Это современному человеку не подходит, но идея та же. Просто это довольно жестко смотреть тупо в точку. А вот смотреть на облака, там, на текущий ручей, на какое-то движение, на огонь, как он там потрескивает в камине. Это всем нам понятно. Да, если смотреть долго, все равно будет внутренний диалог, но время от времени будет мгновение просвета, мгновение тишины, когда ты смотришь, вот как он там потрескивает, костер, что-то шевелится. Вот почему зал молчал, и этот мужик подумал, что
А как это Экхарт Толле преподносит? Экхарт преподносит, что он мастер, и вот это и есть настоящая работа мастера. Не то, что там эти книжечки, это вот эго, чуть-чуть информация, это вот. Мастер — это лампа, вот. И он и передает это присутствие. Ты же чувствуешь. А мужик почувствовал. Потому что вот как он обманулся ощущениями. Он понял, что между сейчас и сейчас не было у него никакого дискомфорта. А не на обоссанном матрасе с клопами. Вот так вот и убивается поиск. Ну, это называется профанация. И весь зал ему верит. А почему ему весь зал верит? Потому что он сам себе верит. Он сам себе верит, люди видят, что он не обманывает, он искренен. Он сидит там такой милый, как плюшевый зверек. Чук-чук-чук-чук-чук. А почему вот это обаяние у Экхарта? Потому что он действительно как зверек. Знаете, кто вот в прошлой жизни еще был там зверьком каким-нибудь, там, хомячком, не знаю, свинкой этой морской, или как это называют. Ну, каким-то милым существом, которое особо не кусалось. Тут он воплотился человеком, и поначалу ему было сложно, что-то там в школе он не понимал, что его все толкают, что-то. Ну, потихоньку он нашел свою нишу, и у него интеллект не настолько развит, да, чтобы мучиться, как Достоевский. Мучишься, чтобы осознать, что у людей довольно серьезное страдание, что жизнь — это молотилово, это битва. Поэтому ему реально по приколу Экхарту сесть там и 2 часа или 3 сидеть и на уток смотреть. Ну, вот в чем прикол. Вот почему он людям нравится. Всем нравится смотреть на милого хомячка. А если ему еще дать речь, и он что-то рассказывает, ему интересно, как дворняга милая, то его хочется за ушком почесать. Хочется ему его лайкнуть. Вот причина его огромной популярности. Ну, не только его, а и вообще любого такого мастера нуля, который и один позитив вокруг себя несет, все так хорошо стелет, мягко улыбается. И люди видят по его лицу, интуиция подскажет, что на самом деле до мастера-то такого недалеко. Неделька-другая тренингов, семинаров, ретритов, и я буду таким же, 100%. Что тут сложного? У Толяна же ничего своего. Что-то там взял, что-то там услышал. Там, ну, бегает такой зверек, чуть-чуть тусуется, когда скучно. Там послушал. Все даже эти жесты у Далай-ламы скопировал. Немножко вот так голова такая, пальчик вот этот. Вот такие вот жесты. Это один в один. Если посмотреть несколько роликов Далай-ламы, увидите. А людям хочется такой жизни, вот как зверек, чтобы лежать, пузико чесать на вот такой солнечной полянке, где все классно, единение с миром. И совсем не хочется слушать, что жизнь — это битва, что это просто намолот. В любом творчестве, любой творческий человек это понимает, что это муки. Ты не можешь, не впадая в страдания, не превозмогая самого себя, не сражаясь с самим собой вчерашним, ты не можешь одерживать победы в этой битве, и у тебя никогда не будет роста. Ты будешь кукситься и деградация, по доске эволюции скатываться. А почему битва? Он звучит как-то, ну как же так? Так потому что покой — это же не покой, это равновесие. А так устроена жизнь, что чтобы сохранять равновесие, чтобы не сваливаться, нужно двигаться, нужно бороться, нужно развиваться. Иначе, если просто ничего не делать, просто начинает все... Деградация начинается. Так что получается, что такие лжемастера, как Экхарт Толле, выглядит мирно, лампово, такой как пушистый вот зверек, все здоровский, прям пощекотать хочется, ну как такого не лайкнуть. А на деле умножение хаоса. Все это, знаете, напоминает мне картину Франциско Гойя «Сатурн, пожирающий своего сына». Почему именно эту картину? Потому что там Сатурн безумен. На картине Рубенса Сатурн более такой рациональный, расчетливый, холодный. Ну, Сатурн — это из мифологии, древнегреческая, римская мифология. Батя Зевса. Он уже своего батю подсидел, Урана, хорошую жизнь ему сделал, Сатурн. И он боялся, что, родится сын, наследник, ему было вроде как пророчество от того, что, по-моему, Уран просто как терминатор, погружаясь в чан расплавленный, когда палец показывал, сказал: еще родится у тебя сынок, который тебя на колени поставит. И Сатурн поэтому детей всех поедал. А его жена Зевса спасла. Подсунула камень в эти пеленки, дала, тот съел камень, даже не заметил. Вот, и прятали Зевса, чтобы он там не плакал, там, когда он плакал, там кто-то кукарекал или шумел, чтобы он не услышал. И Зевс вырос, и, в общем, этого Сатурна угрохал в итоге. Научил жизни туда его в Тартар или в ад, или куда там. Ну вот, Сатурн боялся. Так вот, на картине Рубенса он еще расчетливый такой, понимает, лидер такой. Понимает, как дела делается мужик.
А на картине Франциска Гоя Сатурн уже безумен. Это просто безумие, прям хаос. Ничем не управляемый. Так и здесь. В чем-то это намного хуже сознательных мошенников, которые обманывают людей. Потому что тогда у человека еще может интуиция сработать, что что-то тут не так. Так что до новых видео. Like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. The pleasure is to play, makes no difference what you say. I don't share your greed, the only card I need is